Настал, друзья, день XX. То есть первый X был, когда я ехал сюда, а 2 X это значит, когда я еду обратно. Задача заправиться 100 миль, по-моему, 160 километров отсюда, город Дельта Джанкшн, там есть магазин, заехать продукты купить, потом в Токио заехать покушать, и уже оттуда на Юкон, Британская Колумбия и на Америку. Друзья, телезрители, товарищи, всем привет, любители дальнобоя. Значит, я нахожусь в городе Фэрбэнк, штат Аляска. Как вы знаете из предыдущей серии, если вы смотрели, прямо перед Фэрбэнком, за 100 километров не доезжая, у меня уже начал накрываться генератор. Слава богу, что не накрылся где-то чуть раньше. И я сейчас еду на дилерскую, буду покупать новый генератор, потому что так ехать дальше нельзя. Ближайшая дилерская или вообще место, где можно купить генератор, ребят, находится где-то, ну, чтобы не соврать, 1500 километров. А нет, ближайшая находится в Анкоридже, это где-то 700 километров отсюда. А следующая где-то 1500 километров. То есть, ну, хорошо, что он у меня выходит из строя именно здесь. Поэтому здесь есть дилерская Kenworth моей машинки. И сейчас мы его заедем купим. Я уже позвонил. Он у них есть в наличии. Это очень хорошо. На улице небольшой морозик. 17 градусов сейчас ниже нуля. Конечно, не хочется мне в такую температуру ковыряться, но ничего не поделаешь. Ну, там, в принципе, недолго. Пару болтов открутить и так далее. Главное, чтобы на таком морозе там ничего, проводку не сломать, потому что все замороженное, все хрупкое. Надо будет очень аккуратно, осторожно работать. Так, ну вот мы и добрались. Так, вот так вот у нас дилерская Kenworth. Кстати, здесь еще дилерская Cat есть очень недалеко, что если даже что-то по движку и так далее, все запчасти тут у ребят есть. Ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но мне, в принципе, ничего на двигатель не надо. Поэтому я думаю, что это нормально. Все, идем затариваться. Так, ребят, не самое, конечно, лучшее время менять генератор. Все, он уже весь мокрый, там вся графитка вылезла, ребят. Но нужно это сделать прямо здесь, потому что, в общем, вот этого ролика у них нету здесь, только генератор, поэтому надо будет переставить ролик. Я сейчас сниму генератор, отнесу им, они мне переставят ролик и обратно все собираем. Сейчас открутим плюс-минус. Да, на улице прохладненько. Крутить гаечки не самое лучшее время. Ох ты ж, блядь. Сори, ребята. Так, а что это я не понял? Ты у меня здесь делаешь дела. Я вроде все поотключал. Надо пойти, наверное, плюс-минус скинуть. Лоханулся я, просто замкнул сюда на корпус, и оно стрельнуло, я понял. Лошара я. Сори, ребят, что ругаюсь. Ну, сейчас я же говорю, не самое... О, видите, еще теряется все это дело. Так, плюс-минус открутили. Сейчас этот ремешок надо снять.
с него. Опа. Есть. Опа. Ремешочек сняли. Ах, мне пачкаться не хочется, чистая одежда. Так, спрашивали, что у меня здесь за ган. Ребята, Milwaukee М12. Переходник надо взять. Взял, видите, переходничок у меня с 3/4 на 1/2. То есть у меня есть и маленькие головки, и большие. Поэтому я покупал себе с переходничком, чтобы было удобнее работать. Это я в прошлый раз чуть-чуть сильновато закрутил его. И надо, видите, чуть-чуть сорвать надо. Есть. Так. Все, видите, он уже старенький. Так, этот у меня, тоже на 160 ампер. Заводской идет на 135, а этот идет, с него аж он капает, представляете? Ага, все, ему капец. Спасибо, родной, ты меня хотя бы довез. Короче, я сейчас несу, они мне переставят сюда ролик на новый, и быстренько его закинем, и будет все в порядке у нас. Так, ну что, новый генератор подвалил. Значит, они мне переставили мой ролик. Все. Ничего не шелестит. Крутится отлично. Все, мы его сейчас устанавливаем. Точно такой же, на 160 ампер, как и мой старый был. Опа. Сейчас мы его быстренько поставим на место. И все, я, по крайней мере, я уже не буду переживать. Так, я попал, надеюсь, по отверстиям, потому что здесь бывают разные генераторы, видите, разные дырки, разные отверстия. То есть может чуть быть левее, чуть-чуть правее за счет ремня, но этот у нас точно такой же, поэтому нам переживать не стоит за это. Так, все замечательно. Сейчас мы его быстренько трещоточкой дожмем, чтобы ни у кого не возникало вопросов. А вы знаете, нормально, не так уже и холодно. Ну ладно, конечно, я тут преувеличиваю. Если здесь на улице часами работать, то, конечно, будет холодно.
Так. Но мы же не часами, правильно? Так, придется мне, конечно... А, там уже есть. Там уже есть. Тут уже есть. Сейчас мы наденем провода. Так, плюс-минус у нас здесь. Так. Главное нигде это опять не заклинить плюс с минусом. А то будет мне в этом веселье. Искры в глаза. Так. Так. Хорошо. И здесь снимаем. Сейчас мы... Все. Так. Что это? Не люблю, когда искры в глаза летают. Всегда пугаюсь. Только не говорите, что я один такой. Что вы все не боитесь, один только я боюсь. Все мы боимся искорок. Так, всякие пожарные еще проверим здесь. Все. Отлично. Эти я сохраню. Вот всегда потом не можешь найти эти штучки. Сюда бросим потом. Где-нибудь да пригодятся. Так. Сейчас оденем ремешочек. Проверяем. Везде он стоит ровненько. Там не соскочил. Здесь стал. Все. Поменяли. Сейчас мы его быстренько заведем. Проверим, чтобы все чики-бомбоники было. Видите, народ даже не глушит машины. Как же здесь воняет каким-то паленым костром. Так, нейтралочка. Ну-ка, давай. Ну-ка. Это у нас датчик амперов. Все. Пошел. Сейчас он немножко вот поставил, видите, выше нуля. Ну, где-то там аккумулятор, где-то этот холодильник, где-то зарядки, где-то еще что-то забрали. Сейчас он его зарядит, и стрелочка встанет на 0. Все. Поднимем воротики. Все. Слава Богу, я счастлив. Ну вот и пришло время покидать Аляску, покидать Фейербэнк. Значит, сейчас мы выезжаем из города, из Фейербэнка.
Аляску мы еще не покидаем. По Аляске мне еще будет ехать часов 5, наверное. Как раз до вечера хватит. Сейчас 11 утра, у нас только час назад солнце вышло. Но оно, вот как оно выходит, и также незаметно оно и садится. Уже через, не знаю, через часа 4, через 5 уже на улице будет опять ночь. Так, у нас по прямой весовая. Ну ладно, придется заехать. Я и совсем про нее и забыл. Я, короче, ехал. 3 раза я проезжал, она была закрыта. Думаю, ну вот обязательно будет открыто, когда буду ехать обратно. Что-то у меня прям уверен, что он меня сейчас подергает, мужичок. Я тихонечко заезжаю, потому что здесь скользко. Весовая. Так, остановились. Вау, меня отпустили. Ну, пока зеленый свет и слово «go» надо валить. Все. Прям хорошо. Отлично. На чем это я? В общем, вот видите, отпустили меня. Но у нас еще одна весовая будет в Токе. В Токе я, ребят, заеду. Я сначала, когда ехал сюда, я распереживался в том, что, значит, в Токе там есть этот, как его, DMV, ГАИ по-нашему. Мы должны регистрировать там трак и прицеп. Трак у меня зарегистрирован, а прицеп нет. Я должен был получать номера на прицеп. Но так как все было закрыто, я проехал без номеров. Сейчас меня тоже за номера никто не спросил. Так вот, я хочу в ТОК заехать. Если я успею до закрытия, я оформлю у них железные номера. Потому что на весовой дают только временные на месяц, и они бумажные. То есть, ну как бы взял и выкинул, и все. А так хотя бы на память железка останется. Не знаю, насколько справится у нас камера с солнцем, которое светит прямо мне в глаз. Потому что я, допустим, практически ничего не вижу. Практически. Я одел солнцезащитные очки, поднял кресло в самый верх, чтобы не видеть солнце. Но я вижу то, что сейчас деревья вот красивые, такие засвеченные, все покрытые корочкой тоненькой льда, снега. Я просто хотел что сказать. Вот сильное отличие между Канадой и Америкой в том, что Америка абсолютно не использует песок на дорогах. То есть по Канаде я ехал, там все дороги посыпаны песочком, землей, а в Америке все посыпано солью. Вот сейчас я еду, вроде бы и асфальт проглядывается, но на дороге реально, ребят, лед. Вот сейчас вижу, реально лед. Вот, и дорога очень скользкая. По Канаде ехал, там лед, там снег. Но дорога не такая скользкая, как здесь, потому что там посыпано песочком. Вот лично мое мнение, песочек, конечно, намного эффективнее какой-то соли, либо химии, либо, может, ее мало здесь посыпали. Вот. Но, на мой взгляд, песочек эффективнее, чем соль. Конечно, то, что сыпят землей или песком, это делает дороги грязными, это делает там снег серым, грязным, дороги черными, машины черными. Вот. Но все же он эффективней. Что, держим путь на выезд с Аляски. Очень красиво сейчас.
Так, солнышко светит, елочки такие стоят. Льдом покрыто все. Обалденно. Дорога здесь, кстати, вот эта дорога, которая от Аляски до Фейербенка, очень сильно отличается от дороги от Аляски до Анкориджа. То есть это таких два больших города, Анкоридж и Фейербенк. Я вам скажу честно, что дорога на Фейербенк мне гораздо больше понравилась. Она такая крутая, классная, она прямая. Вот приблизительно 350 километров от Тока просто едешь по прямой. Есть некоторые места, там чуть-чуть там поворотики туда-сюда, вверх-вниз. Но в основном вся дорога просто как вот линейку взяли, проложили по карте. Черту провели, и вот так вот дорога идет. Ровненько-ровненько. Очень круто. Решил сделать небольшую остановку на пару минут. Сейчас нахожусь между городом Фейербенк и Дельта Джанкшн. Это такое красивое озеро. Небольшая стояночка, где можно отдохнуть, пофотографироваться. Сделать минутную паузу. Ребят, минус 10. Ну такая красота. Посмотрите. Горы, замерзшее озеро. Супер вообще классная природа. Ну, здесь движение есть, конечно. Люди катаются, потому что два больших города. Дорога между ними хорошая. Чего бы и не покататься. Но мне, ребят, почти 4000 километров до Сиэтла. Ну что, будем держать дорогу на юг, где потеплее. Значит, между Фейербенком и Током есть такой город, называется Дельта Джанкшн. Я уже говорил о нем, ребята. Здесь живет очень много славян, наших русскоязычных. И украинцы, и белорусы, и русские. И всех, конечно, национальностей не знаю, но русскоязычных много. Здесь также есть вот реально огромный магазин, русский магазин. Значит, вот он называется Ига, видите? Ну, он как бы основан, видимо, нашими, потому что продуктов там очень много наших, вот. Но работают американцы. По крайней мере, я русских не встретил пока что. Значит, хотел вам показать, конечно, прикол. Значит, взял сибирские пельмени. Называется пельмешки от Олежки. Просто почему меня вызывает это куча эмоций. У меня есть товарищ Олег. И он предлагал замутить, короче, этот пельменный бизнес, короче, мутить пельмешки. И я ему говорил, так будешь делать пельмешки, назови это пельмешки от Олежки. Так я спрашиваю, Олег, это твои пельмени или ты уже замутил или что? Короче, взял, ребят, себе 2 пачки пельмешек от Олежек. Ну, короче, Олежка, если это твои пельмени, я попробую, я тебе потом расскажу, вкусные ли они или не очень. Значит, взял вот такую вот колбаса салями, аппетитная. Пол-палочки, я думаю, мне хватит. Взял себе хлеб нарезной. Взял себе, ребята, вот такие вот пряники сахарные, топленое молоко. Видите? На Аляске. Взял 2 пачки и взял 1 пачку медовых. Пряники сахарные, медовые. Так, тут у меня еще я взял немножко яблок и бананы. И воды взял. Все, в принципе, мне вот этой еды вот так вот с лихвой хватит. Честно говоря, сметану забыл. Вот было бы вкусно пельмешки сварить со сметанкой. Ну и без сметаны, я думаю, тоже нормально пойдет. В общем, все. Сейчас раскидываю это все по холодильнику и погнали дальше. Пельмешки от Олежки. Вот таких мостов по дороге очень много.
они узенькие. Иногда встречаются канадские водители, дальнобойщики, которые возят оверсайзы. Да даже с обычным траком, ну вот как у меня, допустим, да, бывает сложно разминуться на таком мосту. Поэтому если видите, ну хотя, если кто-то из ребят, кто смотрит меня, вдруг когда-нибудь поедет на Аляску, смотрите, что трак идет, лучше остановиться и пропустить. В прошлой серии как раз у меня была такая ситуация, где меня трак остановился и пропускал. Опять же про дорогу хочу сказать. Видите, вроде бы асфальт, вроде бы чисто. И знак стоит. В американских милях это 65, в километрах получается где-то 105 километров в час можно ехать. Я вам скажу так, что дорога реально, она обманчивая. Вот мне проще было бы, наверное, сейчас ехать, если был бы тупо снег, тупо лед и было бы посыпано песочком. Там ты хотя бы, ты ждешь от дороги, что, ну, что как бы, не знаю, ты очень аккуратен. Здесь вот такая дорога, она очень обманчивая. Ты разгоняешься, кажется, что все в порядке, но на самом деле она очень скользкая. Вот, не знаю, верите вы мне, не верите, но она реально скользкая. Покрыта таким тоненьким слоем льда, плюс морозец, вот этот вот такой мелкий, как пудра, снежок на дороге. Вот, и можно так, как говорится, залететь. Вон, кстати, машинка слева стоит, видите, улетела. Она стояла здесь, когда я ехал в ту сторону. Стоит сейчас, пока я еду в обратную сторону. Да, видите, и причем вот на такой дороге можно улететь спокойно. Расслабляет, то есть кажется асфальт, ты расслабился уже, надавил на педальку, там круиз поставил. А не, нифига, ребят, тут надо про круиз забыть вообще. Круиз-контроль в таких условиях, в погоду, ну, категорически нельзя включать. Только ногой. Ну, не знаю, это лично мое ощущение, я никого не учу, никому ничего не доказываю. Как бы я говорю только то, что я чувствую, как по себе. Хотя, конечно, по такой дороге приятнее ехать, конечно, чем там по снегу и по льду. Но еще раз повторюсь, когда снег и лед, там хотя бы ты ждешь от дороги, что она вот на каждом шагу она может тебя подставить. И там ты вот максимально сосредоточен, максимально во внимании. А здесь, как говорится, расслабляешься, и вот из-за этого, из-за того, что ты расслабляешься, можно встрять конкретно. А так все прекрасно. Вообще прям еду, наслаждаюсь. Сейчас уже заморозки начались. Днем более-менее, днем где-то от 10 до 15 мороза, вот ночью где-то 25, 27, местами до 30 мороза. В общем, такой хороший прям трескучий мороз. Мне нравится особенно, когда температура падает где-то до, наверное, больше 15, наверное, где-то 17-18 градусов. Снег и дорога, и вообще все вокруг, и деревья начинает блестеть. Знаете, вот такая вот появляется у него, как вот как бриллианты, что ли, вот эти снежинки, они блестят. Так изумительно вообще все это выглядит. Не передать словами. Очень, очень красиво. Да, пол России смотрит меня, и там у ребят, конечно, такая природа вообще каждый день. Завидую я вам, завидую большой этой завистью белой. Красиво очень, очень классно, красиво, но в ту же очередь сурово, очень сурово.
Как вам вид открывается? Обалденный. Вот еще один мост. Река называется Робертсон. Робертсон Ривер. Красотень! Как же я люблю смотреть на горы. Ай-яй-яй. Вот я не знаю. Вот. Конечно, это произведение искусства. Очень красиво. А у нас с вами дорога будет лежать на Сиэтл через всю Британскую Колумбию. А там такие горы. Ай-яй-яй. Я там был летом. Просто закачаешься. А сейчас чувствую зимой, так там вообще класс будет. Я, кстати, в этом видео не говорил, ребята. Сейчас январь. 21 января 2021 года. Зима, как говорится, в самом разгаре. Это мы как раз сейчас, дорога идет вдоль вот этой реки Робертсон, которую мы проехали. По небольшому такому ущелью. Пейзажи тут обалденные. Все белое, правда, но все равно красиво. А летом, представьте, как здесь здорово летом. Наверное, лучше места на свете, наверное, и нету. Сейчас вот мы вот доедем до этих горочек и чуть-чуть влево пойдем. Горы останутся с правой стороны. Мы их обогнем. И опять на равнину выйдем. Тут попрохладнее уже. Тут где-то минус 22, наверное, вот так вот. Как с горок спускаешься, там чуть-чуть потеплее. Как выше поднялся, сразу видно, сразу чувствуется. Немножко на дороге все-таки есть гололед. Ну вот, видите, дорога чуть влево поворачивает. Сейчас буквально еще пару поворотов вокруг этих гор. И выезжаем напрямую. И километров 50 просто как струна ровная дорога. До самого Тока. Ну а там уже от Тока до границы еще, наверное, где-то 150 километров. Такая будет горная дорога. Подъемами, со спусками, со всеми делами. А потом опять Канаду пересечем. И там уже более-менее тоже такая ровная. Разбитая, правда, дорога, просевшая во многих местах, но без таких крутых поворотов. Да, я успел приехать в Ток. Ток, Аляска, ребята. Это уже последний рубеж, как говорится. Скоро мы выезжаем из Аляски, Канада. Вот у нас местная ГАИ DMV за 10 минут до закрытия. Я это сделать успел. Получил номер блатной 1, 2, 3. 4 пропустим. 1, 2, 3, 5. Аляска. Получил номер на прицеп. На трак у меня есть номер. Значит, все, впереди у нас ветстейшн. Покажем номер и едем дальше спокойно. Все, Аляска, прощаемся с тобой. Вот так вот едешь посреди вообще ничего. Ну, кроме дороги, леса и снега. И только видишь там вдалеке
огонечки горят. Еще за, наверное, за километров за 10, когда ты подъезжаешь, видны огонечки. Ну, потому что здесь вообще ничего нету. И огни, конечно же, в темноте легко различить. Сегодня я успел везде. Успел заехать в русский магазин, взять себе продуктов. На заправку с утра успел. Успел сделать 34-часовую паузу. В Фейербенке отстоял. Все успел. И в ГАИ успел взять регистрационный номер на прицеп за 10 минут. А вот на легендарный знак Аляска, где начинается Аляска, засветло, ребята, не успел. Уже темно. К сожалению, наверное, ничего видно не будет. Вот так вот выглядит пункт пропуска с американской стороны. Когда ты выезжаешь, ты здесь никому не нужен. Езжай. Езжай и все. Единственное, только если вы везете какие-то два пункта: машины, либо firearms. По-моему, это как боеприпасы переводится. Значит, только тогда вы должны здесь остановиться и отметить это на границе, потому что это требует Канада. Должен стоять штамп в документах. Ну, а так как у меня ничего нету, нигде мне регистрироваться не надо. Ну что, наверное, не знаю я, буду я заскакивать. Да, наверное, нету смысла мне туда заезжать. Вот с правой стороны здесь находится знак Аляска. Я сейчас посмотрю, как там почищено, не почищено. Стоит туда занырнуть. Ребят, оно-то почищено, но, к сожалению, ничего не будет видно. И смысла снимать нету. Значит, вот справа знак Аляска, а перед ним стоит знак Юкона. Ну что, Аляска, в очередной раз говорю тебе до свидания. Не прощаюсь с тобой, просто говорю до свидания. Еще увидимся. Все, вот мы и в Канаде. Пограничный пункт пропуска по Канаде, он находится через 20 километров. Через 30, вернее. Через 20 миль или через 30 километров. Поэтому через полчасика будем на канадской границе. Ну, а это я не знаю. Либо они просто там канадскую границу поставили возле поселочка Бивер Крик, там гостиничка. Вот. И они, видимо, там обитают рядышком с деревушкой. Ну, чтобы хоть какие-то... Смысл здесь стоять. Все. Здесь уже километры в час. Метрическая система. В общем, все как положено. Дорога, правда, такая не очень. До Distraction Bay будет такая дорога вверх-вниз, раздолбанная. Но делать нечего. Друзья, я приехал на место ночевки. Хочу вам просто показать. Смотрите на зеркало, раз. На козырек посмотрите, 2. Следующее зеркало, 3. Но я надеюсь, вам видно. Сейчас я возьму фонарик. О, посмотрите, раз. Козырек белый весь, зеркало. Пойдемте покажу на улицу, на что у меня сейчас Кенворд похож. А потом все вам подробно расскажу. Это просто ужас какой-то. Ну я думал, будет хуже. Здесь, пожалуйста, вон, труба вся в этом инее покрыта. Крыша, капот весь белый. О. Это просто... Пожалуйста, радиатор. В
принципе, неплохо, да? Воздуханы. Пожалуйста. Здесь все. Короче. Так, на тормоза я не ставлю. Надо сейчас брусья подложить. Это просто жесть. Это просто жесть. Я, наверное, завтра проснусь и вам все расскажу. Я уже сюда еле доехал. Ну, тут, как обычно. Ой. Так, это у нас White Horse. Белая лошадь. Все в порядке. Сейчас постоим минут 5. Откатимся. Постоим минут 5. Подкатимся. И буду ложиться спать. Сейчас пойду пельмешки от Олежки варить. Смотрите, как кабина. Смотрите. Я не знаю, ночью, конечно, может тяжело видно. Она прям вся покрыта инеем. Как будто бы Кенворта засунули в морозилку на пару часов. Потом достали, и вот он такой весь покрытый. Офигеть. Ладно, все. Я пошел отдыхать. До завтра. Смотрите, воздуханы здесь залепило. Даже не счищается. Ну ладно, я надеюсь, завтра к утру оттает. Все, я пошел спать. Ну что, на север все-таки пришла зима. Такой вид, кстати, необычный. Вон там трак стоит, это здесь гостиничка. Канада, конечно, вообще обалдела из-за этого ковидов, закрывала все, что можно. Рестораны, заправки, все закрыто. А я зашел, короче, смотрю, в гостинице мужичок сидит, а это хозяин. Но он не может открыться, потому что, ну, из-за ковида, короче, государство запретило им. Вот он сидит до понедельника, сегодня пятница. Сидит до понедельника здесь и как бы ждет, пока там инспектора приедут, там что-то проверят. Ох уж этот ковид, бизнес страдает, люди страдают. Но мужик хороший попался, я говорю, слушай, разреши хоть в туалет сходить, мне нужно там умыться, там туда-сюда. Он, да, говорит, вообще без проблем. Классный мужик попался, пустил меня в туалет, я сходил. Потому что здесь, понимаете, тоже ни условий, ничего, хотя бы умыться по-человечески. Ну что, я вам скажу, это утро, минус 18 сейчас. К вечеру 27 обещают. В общем, я вам скажу, прохладно. Значит, что со мной вчера приключилось? Вчера по Юкону, когда идешь, там такие перепады температуры бывают, что, в общем, местами температура доходила до 30. Во-первых, опять у меня лампочка генератора загоралась. Загоралась и тухла, загоралась и тухла. У меня есть предположение, что это что-то с морозами связано. Не знаю, накидывайте ваши предположения. Трак обледенел, потому что начался сильный туман. В общем, влажность была колоссальная. Замерзло все на ходу, просто замерзало. Я использовал там жидкость незамерзающую, окна вытирал. Смотрите, вот еще осталось налить. В общем, обзамерзало все, что можно. Зеркало замерзли, воздуханы замерзли, решетка радиатора замерзла. Честно, было жутко. Мотор перестал греться, то есть температура упала аж до 150 по Фаренгейту. Как будто холодный мотор был. Давление масла было как на холодную. Ну, в общем, я что-то, если честно, даже малечик распереживался в какой-то момент. Вот. Еду я обратно, ребята, пустой. Тут уже отдельная история. Я, если честно, очень сильно расстроен. Вчера мне звонила одна женщина, предлагала груз. Тут есть две категории грузов. Когда совсем не платят, либо когда платят хорошо. Вот. И, значит, она мне призвонила и сказала, что есть груз, который платит хорошо, государственный груз, милитари, ну, военный. Но это тендер. То есть, как бы 50 на 50, не знаешь, выиграешь ты его или не выиграешь. И надо ждать до завтра будет. Вот, до 5, ну, получается, до сегодня.
И это будет в Анкоридже. То есть мне еще надо было оттуда 7 часов из Фэрбэнкса ехать 700 километров, по-моему, 600 километров до Анкориджа. И еще неизвестно, да, нет. То есть простоять там до понедельника, да, нет, узнать, и только потом выехать. В общем, я принял решение поехать. Сегодня утром, я сейчас 1300 километров от Анкориджа нахожусь. Сегодня утром появляется там 2 груза. Это просто засада полнейшая, реально, потому что, ехать обратно вообще не кайф. Вот честно вам клянусь, вообще не кайф. Но обида берет очень жесткая за то, что так получается, что я уезжаю. Но, понимаете как, это случается очень редко, чтобы ты уехал и сразу появился груз. Потому что бывает такое, что 2-3 недели сидишь, нифига, ни одного груза нету. А потом раз, и все в один день выскочило. То есть, видимо, мне не повезло. Не знаю. Поэтому я принимаю решение. Там вроде как чувак сейчас договорился, знакомый мой, он говорит, что сейчас возьмем тебе тот груз. Наверное, я буду отказываться, не поеду я. Потому что 1300 километров ехать обратно, потом 1300 сюда, и в общей сложности там груз идет, по-моему, 7000 километров на Канаду, с Аляски на самый северо-восток Канады. Это жесть. Оно невыгодно. Мне выгоднее будет доехать до Сиэтла, там загрузиться и поехать. Так, ребят, надо мне срочно идти завтракать. Буду делать себе чай с пряниками. И поеду, потому что здесь White Horse что-то снежок такой, мелкий-мелкий снежок. Опять там туман. В общем, вы мне там предлагали картонка, говорит, не вариант на капот сделать. В общем, ребят, сегодня картонку сейчас поставлю, закрою, потому что подступили морозы крепкие. Дальше еще будет холоднее, там под 30 будет. Надо, затыкать дыры и ехать. Ну что, выезжаем из White Horse, из Белой лошади. Поставил я картонку наполовину, на пол экрана поставил картонку. Не знаю, как она будет себя вести. Что-то я выехал, вроде мне показалось, я тут 2 километра проехал. Показалось вроде как, что даже вентилятор включился, не знаю. Сейчас поедем, посмотрим, послушаем. Ну что, пока что погода вроде бы проясняется немножко. Такие вот облака, тучи стоят. Это небольшой, маленький снег, которого даже не видно. Но вроде там пробивается солнце. Надеюсь, что будет ехать светло и ясно. Что-то вы знаете, как-то когда морозец ударил, как-то ехать даже стало как-то совсем по-другому. Вот сейчас опять что-то начало гудеть. Неужели из-за картонки? Что-то какой-то гул, ребята, появился. Это нехорошо. Ладно, будем сейчас поедем, послушаем. Ну что, прошли мы White Horse. Ну как прошли, мы в нем проснулись. Значит, гул, который я сказал. Скорее всего, гул это, ребята, из-за картонки. Конечно, обдува радиатора нету. И, естественно, машинка думает, что мотору сейчас слишком жарко станет. И он включает вентилятор. Вот и появился звук вентилятора. Пусть лучше вентилятор гудит, чем у меня будет мотор остывать, и в кабине будет холодно, и обогрева не будет. Поэтому пусть лучше гудит вентилятор.
Ну, либо на крайний случай на следующей остановке я возьму, либо картонку чуть поменьше сделаю, либо там дырок набью в ней, ну, чтобы хоть немножко поменьше было, чтобы вентилятор не так часто срабатывал. Значит, что по погоде? Ну, видите, да, в принципе, солнце пробивается через тучки, достаточно ясно. Снега, ну, как бы нету, в смысле, он не идет, но вот он лежит, укатанный в лед снег. Дорожка так себе, я скажу. Сейчас после этого, после Whitehorse, здесь километров 70-80 дорога такая нормальная, без особых спусков, без особых подъемов, без особых поворотов. Ну, вот только такие вот плавные, как бы они, это нормальные повороты. Но дальше начнется вот 100, где-то 140-150 километров по региону Теслин. Там, конечно, дорога, там подъемы хорошенькие, там спуски неплохие, повороты такие крутые. Вот, дальше будет потом Мунчо Лейк, там тоже надо быть поаккуратней. Ну, короче, вот сегодня самая сложная будет дорога. Сегодня самая сложная дорога. Добраться бы до Форт Нельсона. Вот. Ну а после Форт Нельсона, по идее, уже должно быть полегче. По идее. Как оно будет на самом деле, не знаю. Ну сейчас что? Скорость, в принципе, держим нормальную. Тут разрешенная скорость 100 км в час. Я еду 90. Может, конечно, и быстроватенько, я бы сказал. Но как бы когда по прямой, оно нормально. На поворотах, естественно, чуть-чуть сбавляю скорость, там до 80, до 70. Ну, где-то местами даже меньше. То есть, ну, по обстоятельствам надо смотреть. Вот. Про песочек, который я говорил, что-то в этот раз не видно. Обратно ехал, была вся дорога посыпана. Сегодня что-то песочка вообще не видно. Укатали его, наверное, в снег, в лед. Он где-то там под низом. Либо раскатали машины уже, что не осталось на дороге уже совсем ничего. Поэтому сегодня надо быть предельно важным и аккуратным. Внимательным и аккуратным. Ну, пока что на сию минуту пока все. Сейчас проезжаю участок, вернее, только заехал на участок дороги, который обслуживает департамент Теслин. Сюда я ехал, у меня были к ним претензии. Ну и, естественно, в обратную дорогу то же самое. Вот 145 километров участка дороги. Ребята абсолютно как бы, ну, просто плевать они хотели на всех. Я вам серьезно говорю, здесь просто тупо лед. Тупо лед. Я не знаю, вот впереди идущий грузовик включил аварийку. До этого ехал без аварийки. Может, он хочет, чтобы я его обогнал. Но что-то, ребята, что-то я очкую, если честно. Вот. Ну и за ним плестись тоже как бы не вариант. Не знаю я. Ладно, сейчас, может быть, подберу какой-нибудь участок получше дороги. Может быть, там получится его обогнать. Потому что здесь каждый километр поворот идет. И только выйдешь на обгон, сразу поворот.
Ну что, мы с вами находимся в небольшой промежуточной точке, которая называется Теслин. Тот самый Теслин, который обслуживает нашу с вами дорогу, по которой мы сейчас движемся. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас. Никого нету. Значит, хорошее место, в принципе, что летом, что зимой. Смотрите, там чувак поехал на мотоцикле, ну, пересекал дорогу. В общем, он недавно ехал параллельно со мной с траком, разогнался до 70-80 км в час, летел как угорелый, а потом, так, едет какой-то оверсайз, остановлюсь, я его пропущу. Вот. И он, короче, летел, потом на какой-то кочке как подпрыгнул и головой в сугроб слетел. Вот чувак, конечно, выдал. Красавец. Видите, как я уже однажды говорил, что здесь мосты, они очень узенькие. И вот как раз при вас тут такой момент получился, что идет не габарит, вот он дрова везет, лес, по-моему. А нет, не лес, какие-то платформы. Я остановился, пропустил, и все, сейчас мы с ним спокойно разменемся. А вот сетчатый мост. Сеточкой покрыт. Интересно. Но это чтобы от обледенения, видите? Ну и легкость постройки, я думаю. Эти мосты древние. И здесь по ним максимум 50 км в час. Вот. А сейчас сразу начинается подъем. Такой неплохой затяжной подъемчик. Я легкий. Вообще, в принципе, проблем нету. Единственное, только чтобы не забуксовать где-нибудь там на льду. Но до этого сейчас был спуск. Там было все посыпано. Поэтому я уверен, что проблем никаких не будет. Вот видно, что они песочком хорошенько прошлись, посыпали. Ничего сложного нету. Так, следующий у меня по курсу город Ватсон-Лейк. До него 260 километров. Часа за 3, наверное, доберемся. Посмотрим, как дорога будет. Но, в принципе, дорога нормальная. Неплохая. Вот. Как раз мы до темноты должны успеть в Ватсон-Лейк. Там заправимся. Ну, а потом уже поедем дальше. Сейчас проехала машинка сопровождения. А вон за ней оверсайз тянется. Экскаватор повезли. Здесь вроде дорога широкая, но по Канаде, по-моему, все, что больше 10 фитов в ширину, уже надо сопровождение. По-моему, такие правила, я точно не помню. Но, по-моему, так. Именно здесь, я имею в виду, именно по Аляска Хайвей. В других провинциях там чуть другие правила.
Сделал вот такую небольшую паузу. Ребят, остановился. Значит, это у нас Рестерия, где можно передохнуть. А здесь такой культурный памятник былых времен, эвакуаторщик. Я, конечно, не мародер, но эта штучка мне бы понадобилась. Ладно, у нас картонка есть. Мы же не мародеры, правильно? Вот так, ребята. Yukon Alaska Highway Recovery and Towing. Короче, тот, кто вас спасет. Видите? Я не знаю, почему они здесь стоят. Кстати, там еще есть один Kenworth бескапотный. Далеко-далеко там еще в конце Юкона стоит, по-моему, если я не ошибаюсь. Место очень красивое. Не столько я по нужде остановился, просто поснимать немножко. А то мало мы с вами гуляем. Смотрите, как здорово там, а? Солнце уже садится, правда. Мне осталось пару часов и опять по ночи поедем. Очень здорово. Классно. Ну, послетал уже и снежок. Не так-то это. Сейчас хорошо днем. Ночью обещают тридцончик. Ночью обещают 30. Тут нормально. Фонари я с утра почистил. Все хорошо. Ну что, будем выдвигаться. Очень красиво. Здесь, кстати, неплохой участок дороги. Хорошо почистили. Видите, правда, здесь вот лед. Лед, но вот немножко, видите, песочком посыпано. Вот, и так стараешься как бы держаться, хотя бы одним колесом по песочку едешь. А здесь вот, видите, укатанный лед. Скользко. Ну ладно, будем двигаться дальше. А тут гляньте, какие вон снежные шапки впереди. Обалдеть. Проехал 5 километров. Все. Дорога опять закончилась. Не знаю, что-то они местами. В общем, где по прямой-то они говорят, нормально. А где чуть-чуть на повороте, как бывает, подсыпем. Ладно, это такое, это отступление. Я уже столько раз дорогу говорил, уже надоел, наверное, всем. Смотрите, вот как классно шапки, да, смотрятся. Просто безумно. В общем, расстроился я. На вот этой зоне отдыха поснимал вам. Открыл капот. Думаю, сейчас на улице как бы, не самый-самый мороз. Где-то сейчас 13-15 градусов. Но оно местами пляшет туда-сюда постоянно. Выше поднялся, холоднее. Ниже спустился, чуть потеплее. В общем, думаю, дай уберу картонку, пока не сильный мороз. Меня вот этот вот гул немножко смущает. Я думал, может, вентилятор постоянно работает. И вы знаете, убрал я картонку, и ничего не поменялось. Еду и думаю, и что же он хочет? Kenworth, что ты хочешь? Что случилось? Расскажи. Да я понять не могу ничего, почему он гудит. И гул такой, как будто вентилятор включенный. Когда скорость сбавляешь где-то на 60 км в час, вроде перестает гудеть. На нейтралке тоже не гудит. Не знаю. Точно не выхлопная, потому что
газ убираю или там сбрасываю передачу, гул небольшой остается. И я вот думаю все-таки, что же это может быть? Может, фен все-таки... Тут дело не в картонке, но дело в фене. Может быть, в вентиляторе. Может быть, что-то его там замкнуло, и он теперь постоянно работает. Ну, тогда бы у меня двигатель бы охлаждался, правильно? Я сейчас картонку убрал. Нормальная, обычная рабочая температура. 185 градусов. Значит, не фен. А что еще? Ну, в общем, я, ребята, в догадках странных. О, грейдер идет. Это хорошо. Спасибо, дядя. Ну, видимо, сейчас погрейдит, а следом за ним, наверное, посыпалка пойдет. Здесь, видимо, ночью снежок прошелся. Прям видно, что свежий лежит. Да, что-то этот... Кенворд настрадался у нас в этой поездке. Генератор, сейчас какой-то гул. Главное, что вчера же ехал, все нормально было. Приехал на парковку. Лег спать, поужинал. Лег спать. Проснулся, поехал, пожалуйста, на тебе, гудит. Че гудит? С утра думал, ну, мало ли там, может, резина подмерзла, знаете, как после ночи, после заморозков, пока машина поедет, пока колеса прогреются, может, резина шумит, знаете, или что-то. Да нет, я же уже полдня, уже сколько проехал, уже километров 500, наверное. Уже все давно бы прогрелось. Но что-то не это. Странно, в общем. Накидывайте ваши идеи. Может, оно, конечно, пройдет само собой, как там доедем в южные края, когда там все растает. Может, поэтому, может быть, сейчас у трачка там поналипало все. Может, где-то и гудит. Не знаю. Ох, какая сказка. Вы посмотрите, какая красота все-таки, а. Еще один грейдер идет. Спасибо, дядя. Да, дорога просто изумительная, да? Очень красиво. И очень опасно. А впереди опять у нас горы. Опять верхушки. Так, тут что-то у нас небольшой спуск. Надо немножечко сбросить скорость, а то так мы там и в горы и приедем. В елки. Да, на спуске небольшой поворот. И дорога вон туда вьется. Сразу слова вспоминаются. И что-то там дорога дальнею лентою вьется. Тот еще из меня певец, ребята. Но что есть, то есть. Ляпота. Так я вот думаю, снимал бы, так и снимал бы. А потом думаю, а кто же это все смотреть будет столько? Дорога и дорога. Представьте мне ехать 4 дня по такой погоде. Если камеру не выключать, вы же устанете смотреть. Надо как-то дозированно, порционно, по чуть-чуть.
Да, но такую красоту не заснять тоже невозможно. Так. А за поворотом новый поворот. Ну что, друзья, осталось нам совсем чуть-чуть под занавес сегодняшнего дня. Полчаса до Ватсон-Лейка. Там я заправлю полные баки и двинусь дальше в сторону Форт Нельсона, потому что ехать мне еще ой-ой-ой как много. А день очень короткий на севере, к сожалению. Буквально 6 часов и все. И 18 часов ночь. Вот такая вот она, полярная ночь. Холодно, темно и никого в округе. Ну что, кстати, насчет картонки я скажу вам так. Что-то я погорячился. Я убрал картонку и все нормально. Прошел этот гул. Действительно, скорее всего, это фен начинал срабатывать. Вот. Сейчас нормально едем. Пока, в принципе, не очень сильно холодно на улице. Где-то градусов 16-17 мороза сейчас. Мотор нормально. Термостаты работают хорошо. Держит температуру отлично. Ну вот. Но обещают похолодание. Но после того, как солнышко сядет, морозец ударит. Там посмотрим. Может, тогда и опять подсунем картонку, если будем замерзать. Но это уже по обстоятельствам. Так, ну что, добрались до Ватсон-Лейка. Сейчас на заправочку заруливаем. Я не помню, я вам ее показывал, не показывал. Такая в лесу находится. Может, и показывал, а там буквально через 100-200 метров весовая станция. В прошлый раз, по-моему, она была закрыта. Мне повезло. В этот раз не знаю. Может быть, открыта будет. А не, наверное, это я вам не показывал. Я в прошлый раз сюда ехал, заправлялся в другом месте, по-моему. Если мне память не отшибает. Так, вот наша заправулечка. Опа. Сейчас надо накапать жидкости, не замерзает, это чтобы не замерзайки в бак. Потому что уже на улице минус 20, еще не ночь, а уже минус 20. Так. Вот хорошо. Здесь вот такая вот, видите, самообслуживание. Карточка, все раз. Все, потом подходишь и заправляешься. Так, берем пистоль. Сначала один бак. Вот так вот включается, видите. Все, и пошла заправка. Сначала один бак,
потом второй. Вот такая вот, ребята, штука. До минус, от минус 10 до минус 40 по Фаренгейту. Одна банка рассчитана на 2 бака, на 300 галлонов. Сейчас мы его пополам разделаем. Антигель называется, Лукас. Все, и туда. Всему хорошему приходит конец. Я добрался до горячих источников. У меня ночь, я буду ложиться спать сейчас. Хочу всех поблагодарить за эту серию, за просмотр, за комментарии, за то, что вы делаете, за то, что вы делитесь этим видео с друзьями. И, конечно же, я хотел бы еще один устроить розыгрыш среди вас. Значит, в одном из прошлых видео под Аляской я делал розыгрыш, и был там бинокль. Человек-победитель его просто не забрал. Прошло полгода, я решил вам его переразыграть. Значит, вот он, новенький бинокль в упаковке. Вот бумажка там, все видите. Вот. И вот чехол Аляска, тоже для бинокля. Значит, вот это вот один комплект, это бинокль. Также у меня есть второй дома, который я лично для себя покупал, но ни разу даже не воспользовался, походный бинокль. Если я его найду, я его также разыграю. Ну и, конечно, главным призом в нашем розыгрыше, ребята, будет номер с Аляски. Почти крутой номер. 1, 2, 3, 5. Ну, извиняйте, 1, 2, 3, 4 не получилось урвать. Ну, получилось хотя бы такой. Поэтому, ребят, пишите комменты. Главное, поделитесь этим видео с другом. Подпишитесь на канал. И подарок может быть вашим. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующей серии. Будет интересно. Всем пока. Ну что, дорогие друзья, настало время подарков. Итак, спасибо всем большое, что участвовали в конкурсе розыгрыша наших кружек. Поэтому первым победителем у нас, ребята, является Владимир Y, который написал: Дима, привет, я был в таком нервном состоянии, глядя на эту дорогу. Я знаю это состояние, когда часами ты в движении и когда дорога слита с общим пространством. Поэтому, как снег ее все скрашивает в общий тон. Это утомительно, тяжело давит этот груз на нервы. Здоровья и терпения тебе, чертовски рад за тебя, и пусть ангел сопровождает тебя всегда. Он у тебя есть, и это он... Там дальше уже не открывается. Спасибо тебе большое, Владимир. Кружечка отправляется тебе. Следующий у нас победитель, друзья. Мой тезка Дмитрий Сиваченко. Добрый вечер, Дмитрий. Меня также зовут Дмитрий Сиваченко. Я с Украины, город-герой Одесса. Постоянно с нетерпением жду новых серий и передаю привет тебе и твоей семье. Спасибо тебе, Дмитрий, большое. Итак, вот эта вот кружечка отправляется именно тебе в Одессу, в Украину. Ну и последний победитель у нас на сегодняшний день. Как я и обещал, будет, ребята, девушка Вика Суркова. Вика, спасибо тебе большое за участие. Дима, хорошая у тебя работа. Мир посмотришь, но и опасная в то же время. Всегда смотрю тебя с превеликим удовольствием. Удачи тебе. Вика Суркова, это кружка для тебя. Ребят, всем огромное спасибо за участие в конкурсе. Чтобы забрать ваши подарки и получить их, напишите свой адрес, страну, откуда вы, ваш телефон, имя мне в Инстаграм. Я с вами свяжусь и отправлю в скором времени ваши подарки. Я еще хотел вас попросить, значит, с сегодняшнего дня началось новое голосование 2021 года на звание лучшего блогера-дальнобойщика за границей, в котором я принимаю участие точно так же, как в 2020 году. Поэтому очень сильно признателен, если вы перейдете и проголосуете за меня, либо за кого-то другого. Там есть много ребят в разных номинациях. Поэтому оставляю ссылочку в описании. Переходите, голосуйте. И всем большое спасибо.